Добрый день! Продолжаем серию уроков о том, как парсить сайты с помощью нашего сервиса. Сегодня будем парсить магазин брендовой одежды под названием Патагония. Итак, начнем. Создадим новый диггер с именем patagonia.com и добавим в него стандартную конфигурацию. Сохраним его и перейдем к сайту. Перейдем в раздел Shop и посмотрим, что мы тут видим. Значит, на стартовой странице магазина мы видим представленные товары, что уже хорошо. Давайте поскроллим вниз и узнаем, что тут есть еще. Тут есть автоподгрузка, бесконечный скролл. Отлично. Но пока нас это не интересует. Давайте посмотрим, какие тут есть категории и представлены ли на первой странице все товары из других категорий. Ну, судя по тому, что видим здесь, скорее всего, да. Значит, в этой категории есть сумки. Неспроста ее выбрал. Потому что ее легче всего отследить. Так как одежда мужская, женская, она там путается. Это непонятно. А вот сумки на первой странице, если есть, значит весь магазин, скорее всего, здесь представлен. Да, сумки тут есть. И это очень хороший знак. Нам не нужно будет писать сложные логики обхода всех категорий. Отлично. Перейдем на страницу с товаром. Кстати, обратите внимание, что тут представлены одинаковые товары с одинаковыми названиями, ценами и так далее, но разных цветов, что тоже очень хороший знак. Перейдем на страницу с товаром и посмотрим, что тут есть. Тут есть цвета, есть цена, есть SKU, есть картинки. Так много. Кстати, картинки есть для разных цветов. Есть описание. Есть какое-то видео. Ревью. Но это нас не интересует. Также тут представлены категории товара. Что тоже очень-очень хорошо. Также есть представление цветов в виде текста. Что тоже нам поможет. Значит. Теперь давайте посмотрим на URL и увидим, что он ведет на определенный цвет. Тут такое название и тут color. Что будет, если мы удалим вот эти параметры в URL запросе и перейдем на эту страницу? Ну, отлично. Значит, мы можем добавлять в пул только вот такой URL, потому что если добавлять их все, это будет очень большое количество запросов. Тут мы можем сэкономить. Отлично. Итак, давайте составим наш план, как мы будем действовать. Значит, первым делом мы обработаем scroll, соберем все товары в пул. И после этого пройдем по всем товарам и соберем с них нужную информацию. Для начала давайте посмотрим, как устроен здесь скролл. Да, автоподгрузка по скроллу. Для этого заходим просмотреть код. Переходим на вкладку Network, чистим тут, если что-то есть. И скроллим вниз. Так, отлично. У него ушло два запроса. Значит, интересно, почему здесь ушло два. Ну тут будет пермометр. Отлично. Здесь передается размер. Сколько товаров возвращать, да, API. И какого элемента стартовать. Да. Копируем этот URL. Этот get запрос. И добавляем его в наш wrapper.
Делаем волк, переходим на эту страницу, делаем find, body и делаем exit. Сохраняем и запускаем. Ждем, когда появится лог. Ага. Что-то, мне кажется, нам приехало не то. Ну да, скорее всего. Так, давайте более детально изучим request. Значит, что у нас тут передается? Очень много кук, стандартные хедеры, и передается хедер xRequested with. Да. Давайте мы добавим его тоже. И проверим, то ли это, что нам нужно. Пишем headers и добавляем этот header. Запускаем опять конфиг, точнее диггер. И видим точно такую же картину. Так, следующим действием давайте попробуем добавить, точнее поменять user агент. Копируем наш user агент и меняем строку тут. Запускаем триггер. И что мы видим? То же самое. Давайте добавим стандартных хедеров. Только не будем добавлять энкодинг. Что у нас поддерживается только deflate. Ну, конечно, можно deflate использовать, но чем? Добавляем наши хедеры. Сохраняем. Запускаем. Так, и опять ничего. Хотя... опять ничего. Интересно. Может, я что-то забыл добавить? User-агент. Может быть, вот эти два хедера. Я их добавил. Да, я их добавил. User-агент добавил. Тут все добавил. Страница явно не та. Угу. Может быть, я просто не запустил в прошлый раз диггер. Интересно. Ну, по всей видимости. Окей. Это мы получили. Давайте попробуем увеличить значение size до 48. И начнем мы с нуля. Так. Так. Давайте теперь посмотрим, как выглядит путь до товара. Начнем с первого. Так проще всего будет его отыскать. Нажимаем правой кнопкой на нем и нажимаем просмотреть код. Смотрим, что все это дело лежит в div с классом product image. Воспользуемся поиском и найдем 49 таких. Должно быть 48. Даже уже больше должно быть. 61. Ну все правильно, потому что он подгружает товары. Значит, один, а где у нас один? Один, наверное, это где-то заглушка какая-то. Смотрим. Я так никогда не доскроллю до него. Так, окей.
Image. Да. Так и есть. Значит, и что у нас здесь ссылка, да? Отлично. Вернемся в наш код и найдем в баде вот этот селектор. Так. Ну и сделаем сразу же exit, чтобы узнать, сколько таких блоков у нас есть. 48. Отлично. Теперь нам нужно собрать атрибут хреб этого элемента А. Для этого мы пишем фильтр, пишем парсер хреб и делаем фильтр. С начала строки любое количество пробелов, исключая знак вопроса, все символы. Далее мы проверяем, если совпадение с любым непробельным символом. После этого нормализуем и добавляем pool. Назовем продукт. Окей. Это сделали. Теперь нам нужно сделать скарлирование. Да, ну точнее имитацию скарлирования. Что мы сделаем для этого? Мы для этого создадим переменную repeat. Для этого пишем variable set field rep value yes. Обратите внимание, что value обязательно должно быть yes в двойных кавычках, потому как далее нам именно такое значение потребуется. Дело в том, что YAML интерпретирует yes, слово yes, не обрамленное в кавычки, как значение true. Ну, соответственно, no как false. Но нам такое поведение не нужно, и нам нужно именно строковое значение. Так, теперь создадим counter. Назовем его start. Start. Value 0, потому что мы будем начинать с нуля. В URL пропишем значение каунтера. Start. А в волк добавим дополнительный параметр repeat. И передадим в него значение переменной rep. В общем, как это работает? Функция волк будет зациклена до тех пор, пока значение переменной rep не станет отличной от yes. То есть он будет каждый раз, диггер, выполнять команду волк до тех пор, пока значение переменной rep не изменится. Мы изменим его позднее. Да, мы соберем все линки. Так, это мы сделали. Теперь, для того, чтобы понять, когда нам эту переменную очистить, нам нужно знать, есть ли в ответе от сервера какие-либо линки, которые ведут на странице с товарами. Если их нет, то, скорее всего, их просто нет, и нам пора выходить из цикла. А для этого мы объявим дополнительную переменную. Объявим ее следующим образом. Мы не будем устанавливать ей начальное значение, мы ее просто очистим. Дело в том, что Digger работает так, что когда переменная не создана, и вы пытаетесь ее очистить, она будет создана с нулевым значением. Ну, точнее, с пустой строкой. Соответственно, назовем ее exist.
Так, и если мы попадаем в блок с URL, то мы проставим ей значение, ну, 1, например. Field exists value 1. Так, отлично. Также мы должны по выходу из этих блоков, да, проверить значение этой переменной. Поэтому мы делаем variable get exists. И если она матчится с d, то мы ничего не делаем. А вот если с d она не матчится, поэтому мы ставим else. Значит, что мы делаем? Точнее, нет, мы делаем, если она матчится. Если она матчится, мы как раз таки делаем. Мы должны увеличить counter на 12. Для этого мы делаем counter increment by name start. И на 12 на 48. 48. А вот если не матчится, тогда мы делаем variable clear ref. Отлично. Теперь давайте убедимся, что все работает. Для этого мы, наверное, возьмем 1000 товаров. 960. Первых 960 товаров. И запустим диггер. И посмотрим, выйдет ли диггер у нас из цикла или нет. Переключаем диггер в активный режим, нажимаем Run и проверяем лог. Как видите, цифра старт увеличивается и увеличивается. Посмотрим, сколько там товаров. Оказывается, больше, чем 1500. Немногим больше. Отлично. Значит, теперь в пуле Products у нас содержатся все продукты. Меняем переменную на все продукты с обрезанными URL. И теперь нам остается только отпарсить страницу с товаром. Для этого мы делаем walk to links, pull products. Так, и не забываем указывать хедеры, потому что без них у нас ничего работать не будет. И x requested нам здесь уже не нужен. Отлично. Отлично. Ну что, пойдемте разбирать страницу с товаром. Значит, первое, что мы сделаем. Запишем бренд в Пантагоне, потому что это брендовый магазин. Запишем дату и время. Давайте это сделаем. Так. Find pass body. Так. Object new. Product. Делаем register set. Патагония. Делаем object fill set. Product. Field у нас будет называться бренд. Отлично. Так, теперь нам нужно взять текущую дату. Для этого у меня заготовлен код, который скопируем. Делаем eval body и меняем вот эту функцию на ту, которую я заготовил заранее. Она не делает ничего особенного, просто возвращает дату в ISO формате. И теперь записываем это значение в объект. Продукт.
Да, все правильно. Окей. Теперь давайте заберем категории. Но будем мы это делать без JavaScript, потому что он нам будет только мешать. Найдем путь до них. Это стандартные breadcrumb. Последний нам не нужен. Соответственно, нам нужно что? Breadcrumb элемент. В том случае breadcrumb элемент. Да, их две штуки. Mens и packets. Находим этот селектор и записываем значение с join. Так. Paste trim. Проверяем значение, чтобы не было пустым. Так, и записываем в объект set item, product. Так, категория поле называется. Так, и добавляем join by. Это pipe. Отлично. Дальше. Следующим делом возьмем scoop. Data Master ID. Можно даже вот так сделать. Так, наверное, будет правильнее. Он один на странице. Возьмем его отсюда. Так. Какой селектор нужно брать в кавычки? Parse. Space trim. Space dedupe удаляет лишние пробелы. Trim лидирующие и пробелы в самом конце. Соответственно, записываем object field set item. Как у нас поле называется? Отлично. Это сделали. Делаем заглушечку и теперь соберем название цветов. Они здесь вот в селекторе должны быть. Или находятся где-то еще. Ну вот они есть в селекторе. Color name. И еще есть price. Ну, price мы не будем для каждого цвета выбирать. Мы будем брать только color name. 11 штук. Посчитаем. 5, 5 и 1. 11. Отлично. Добавляем вектор сюда. Пишем parse. Reduce. Trim. Я делаю для того, чтобы очистить входные данные от лишних пробелов. If match. Не пробелы. Записываем object field set. Product. Я тут ошибся, я написал item. Product. Копируем название поля. И сделаем join by. Также пайпами. Да, также пайпами. Отлично. Идем дальше и смотрим, что у нас осталось. Currency, description, images, name, URL и price. Так, повернемся и добавим URL. Для этого тут мы сделаем static get URL и запишем его product URL. Отлично.
опять к списку и давайте name. Ну, то есть title name. Name находится в очень удобном селекторе. Product name, h1, product name. Он один на странице и тоже очень хорошо забирается. Product name. Повторяем процедуру. Так. Object set product name. Так. Идем дальше. Price. Price находится тут и currency есть, и price. Отлично. Fun и там price. Проверим, сколько их на странице. Отлично, он один. Поэтому будем... Теперь, кстати, надо проверить. Есть атрибут контент. Атрибут контент. Мы будем парсить именно его. Автор контент. А как мы парсим атрибут, мы не делаем никаких дополнительных нормализаций. Потому что обычно там все в порядке. Проверяем на наличие вообще каких-либо данных и записываем. Price. А тип указываем как float. В данных оно красиво смотрелось. Так, и теперь нам осталось собрать description и картинки. Description из картинки. Ну, давайте начнем с картинок. Картинки. Картинки находятся в этом блоке, когда включен JavaScript. Тут всего очень много, но я боюсь, что они все здесь. Да. Тут очень много картинок, но они все находятся прямо тут. Интересно, а для всех цветов у них есть картинки или нет? Давайте включим JavaScript и проверим. Черная есть. Я не знаю какая. Серая, да? Серая. Есть. Синяя есть. Такая есть. И такая есть. По всей видимости должно быть 11 картинок минимум. Да, но возможно и больше, потому что, видите, для разных цветов разные картинки. Ну, давайте посмотрим, загружают ли они их с помощью каких-нибудь JavaScript. Тоже не то. Скорее всего нет, скорее всего не на странице. Окей, давайте искать. Выключаем JavaScript, а еще лучше, наверное, пойти и просмотреть ее код в большом экране. Ну, конечно, ужасно. Нет, это была плохой идеей. Окей. Data Zoom Image. Тут есть
Давайте посмотрим. Сколько тут их всего. Так, класс логин. Ли. 16 картинок. Да, вот тут можно навести и увидеть вот эти картинки, они отдельные. Отлично. Значит, отсюда нам нужен атрибут DataZoomImage. Ли. 15 штук. Primary image. И image. 15 штук. Так. Парсим атрибут data image zoom, если я не ошибаюсь. Ну, сейчас проверю. Data zoom image. Скопирую для пущей надежности. Так. Так. Посмотрим, как они работают. Отлично, они работают. Соответственно, если такой атрибут есть, там что-то есть, мы добавляем в объект product images и join by делаем через pipe. Join by, но только добавим пробел между. Это тоже можно добавить пробел. И тут. Так, и остался у нас description. Сейчас заберем его. Делаем под него ловушку. Возвращаемся на страницу и смотрим. Угу. Есть features, CSS fit. Но description есть вот тут. Скорее всего, вот это забирать. Хотя я бы, конечно, забрал все. Но будет не очень красиво. Но description на самом деле вот тут. Поэтому заберем его. Это short disk. Если я нажму readmo. Да, вот тут еще есть description. Продукт learn more. Это, скорее всего, надо брать. Так, теперь посмотрим здесь, что у нас. Угу. Так. Понятно, что так, это у нас есть один блок. Теперь должно быть два, но их три. Смотрим, где третий. И это тоже. Давайте заберем все.
что есть. Давайте. Парсим. Space deduping. Стримим. Проверяем. Мочится ли это S. То есть не пробельными символами. Нет, все-таки сейчас я не хочу брать, поэтому надо избавиться. Добавим сюда вот такой селектор нод. И соединяем. Object field set, product, description, join by session. Так, теперь нам надо сохранить объект. Object save, product и протестировать его. Это мы сотрем. Сейчас проверим его на одном товаре. На этом же и проверим. Так, копируем URL до этого товара. Так. Добавим в линк его. Products. Так, URL. Так, а вот это прокомментируем. Сохраняем конфиг, запускаем. И проверяем данные. Один товар 142 байта. Интересно. Неужели барахлит прокси? Это... Нет. Давайте запустим один режим и проверим. Какая страница приезжает? Пустая. Скорее всего, какая-то проблема с каким-то из прокси, который постоянно мне дается. Или я опять что-то сделал не так и кто-то закомментировал. Хедеры передал. Rail передал. Агент передал. Вот он что тут мне показывает непонятное. Типа не хочу отдавать тебе страницу. Интересно. Прошло довольно много времени, прежде чем я разобрался с тем, почему же не отдается страница. И я выяснил опытным путем, что для того, чтобы забрать эту страницу, нужно подставить какой-то очень странный юзер-агент. Например, с смартфона BlackBerry. Давайте, сейчас я покажу, как это работает. Я поставил юзер-агент. Сейчас я добавлю в пул линк и проверю, что все работает. Довольно долго я это делал.
прошло больше недели. Ну, потому что не было совершенно времени на этом. Итак, запустим и посмотрим, нравятся ли данные. А как видим, уже не 142 байта, а 5 килобайт. И все собирается. Отлично. Ну что ж, теперь можно запустить скрапер на полный прогон и смотреть, какие будут результаты. Для этого меняем обратно. Убираем наши тестовые линки. И запускаем. Ну что, наш скрапер доработал. И осталось проверить данные. Во-первых, смотрим, что размер данных больше, чем 142 байта. Количество записей у нас 1467. Ну, теперь можно скачать данные и посмотреть. Скачаю в этот раз CSV. И проверю, что все в порядке. Ну, как видим, данные есть везде. Значит, все хорошо. Отлично. Ну что ж, на этом все. Увидимся в следующий раз.